Bluetooth-колонка с футуристичным дизайном, общей выходной мощностью в 40 Вт, Bluetooth-чипом версии 5.3, LED-подсветкой, поддержкой воспроизведения музыки с microSD, защитой от влаги по стандарту IPX7, режимом стереопара и временем автономной работы до 12 часов. Обо всем этом, как вы уже поняли, можно прочесть в рекламе к Bluetooth-колонке под названием M-Love P3. Ну и по большому счету это ребрендинг мифа, который мы все прекрасно знаем. Как на самом деле дело обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Пришла упаковка со слегка помятыми углами, хорошо, что упаковка выполнена из плотного картона. На ней есть, к слову, название, краткие характеристики и, как всегда, изображение модели. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем саму колонку, зарядный кабель для зарядки, USB Type-C и краткое руководство. Вес колонки 519 граммов, а габариты 200 на 90,8 на 92 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянно это разыгрывается ежемесячно смартфон Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Учитывая замедление, количество участников уменьшается, и вероятность выиграть повышается. Хотя, по большому счету, выигрывают исключительно те, кто постоянно смотрит. Все розыгрыши на канале для стримов ежемесячно. Присутствовать не обязательно, если победите, я вам напишу. Перейдем к беспроводной колонке. Приобрести P3 можно в черной, желтой и зеленой расцветке. Дизайн модели интересный и чем-то напоминает продукцию от бренда MoveSpeed. Внешне она выглядит и вправду неплохо, но вот материалы в совокупности с реализацией по мне подводят. Сейчас объясню почему. Вес не соответствует габаритам. С одной стороны, то, что она легкая, является плюсом, а с другой в руках она ощущается как игрушка. Плюс при простукивании по колонке сразу понятно, что внутри есть много пустого пространства. Качество пластика в принципе неплохое, но за подобную стоимость у меня были колонки с более приятным и качественным пластиком. Теперь о плюсах. Собрана модель хорошо, кнопки прорезиненные, есть 4 антискользящие ножки, которые выполняют свою задачу отлично. С фронта установлена металлическая вставка, колонка в формате призмы, что добавляет своей атмосферы, а также есть подсветка, которая находится стандартно в местах с пассивным излучателем. Но реализована она более интересно, чем в других Bluetooth-колонках. Выключается она нажатием на кнопку питания. Режим, к сожалению, только один, но во время прослушивания музыки смена происходит быстрее. Для управления, как я уже говорил, есть прорезиненные механические кнопки, нажимаются они отлично. Команды сопровождаются системными звуковыми сигналами, которые можно встретить и в бюджетных колонках других производителей. Из команд на борту play-пауза, регулировка громкости, включение-выключение колонки, подсветки, переключение треков и переключение между режимами работы, такими как Bluetooth режим и режим работы с microSD, с такими картами как FAT32. В моем случае карта на 128 гигабайт читается без проблем. При установке карты музыка автоматически начинает воспроизведение, и хорошо, что колонка поддерживает подобные форматы, такие как FLAC, APE, WAVE, WMA и MP3. Помимо уже перечисленного, на корпусе есть 2 индикатора рядом с кнопкой питания и кнопкой режимов, а также заглушка, за которой расположили разъем Type-C и, разумеется, место под microSD. Через разъем Type-C транслировать музыку со смартфона можно, но вот AUX разъема нет. Летим дальше. Оснащена M-Love P3 2 полночастотными динамиками по 4 Ома и 2 пассивками. Общая мощность 40 Вт по заявлению производителя, по ощущениям максимум здесь 30 Вт, если не 20. Частотный диапазон от 60 Гц до 20 кГц, скромненько. По кодекам есть поддержка AAC и SBC. К яблочным устройствам, Android устройствам, ПК, ноутбукам, планшетам она подключается без проблем. Multipoint P3 не поддерживает, как и других каких-то полезных функций, но есть режим пары. Можно включить 2 колонки вместе, колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством. Поддержки фирменного приложения нет, что неудивительно. Далее, емкость аккумулятора 3600 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 5 часов 35 минут. Не быстро, правда ли? Во время подзарядки колонку можно использовать, но я не рекомендую. По моим тестам на 50% громкости она прослужит 10 часов 30 минут, что слегка отличается от заявленных 12 часов. Защита от влаги заявлена по стандарту IPX7, как и большинство других портативных колонок. Я протестировал данную модель, окунув ее в воду. По итогу с ней все в порядке, под заглушку вода не попала и весь функционал рабочий. Но я бы не советовал намеренно ее бросать в воду. От воды у вас звук лучше не будет. Отмечу, что тест на водонепроницаемость был произведен до разборки. После разборки требуется дополнительно герметизировать места под шурупы. Bluetooth версии 5.3, связь со смартфоном колонка держит хорошо, задержка при просмотре видео на YouTube приемлемая. Что не скажешь про задержку в играх. Примеры вы сейчас увидите и услышите.
Далее, звучание. Уровень шума в колонке вы видите на экране. Бас плотный, но ему не хватает мощности. Середина имеет хорошую проработку, высокие звучат отчетливо и выразительно. В общей картине звучание простенькое и не имеет какой-либо глубины. С другой стороны, оно неплохо сбалансированное, и учитывая стоимость, звучит она в пределах возможного. Ни лучше, ни хуже. Если выкручивать громкость выше 80%, колонка будет хрипеть, как я сейчас. Я же советовал бы к рассмотрению колонки от Ankerov. Еще есть много всяких моделей разных производителей, даже у Xiaomi. Даже колонки от Transport можно посмотреть. Минусы: нет поддержки приложения, нет встроенного микрофона, нет заявленных 40 Вт. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там всегда много полезного. Резюмирую, M-Love P3 особого восторга лично у меня не вызвала. Да, она отлично выглядит, поддержка карт памяти есть, и звук не сказал бы, что самый дешевый. Но с другой стороны, реализация хромает, плюс 40 Вт нет. Так что от меня девайсу максимально скромная да. Я бы 100 раз подумал перед покупкой данной модели, а еще 100 раз посмотрел в сторону других брендов. Во всяком случае, топы в моем понимании не поменялись. Есть топ-10 беспроводных колонок на канале, посмотрите. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.